В эфире ежедневный брифинг Министерства обороны Российской Федерации. Хотелось бы отметить, что наша молниеносная спецоперация, которая сегодня исполняется 424 дня, находится, можно сказать, в самом разгаре. Так, за последние сутки разгорелось 12 наших танков, но об этом сказать не можно. Поэтому перейдем к главным событиям, о которых говорить пока разрешили. На днях, неподалеку от Украины, с нашего самолета Су-34 произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Как стало известно, боеприпас нештатно сходил прогуляться в центр Белгорода. В результате данной прогулки произошел небольшой шлепок с дальнейшим хлопком на перекрестке улиц Губкина и Ватутина. По предварительной информации, ни одна Ватутина и Губкина на перекрестке не пострадали. Но при этом в результате данного шлепа-хлопка один из автомобилей, который находился неподалеку, неожиданно стал находиться подалеку. На владельца данного транспортного средства был тут же составлен админпротокол и выписан штраф за несанкционированную парковку в неположенном месте, а именно на крыше супермаркета «Пятерочка». Владелец перелетного автомобиля уже признал свою вину и готов понести суровое наказание за нарушение норм ПДД и т.д. и т.п. В результате данного хлопкошлепного происшествия на определенном участке было отрицательно отремонтировано дорожное покрытие протяженностью 28 глубинных метров, за что коммунальщики Белгорода выразили глубокую благодарность, ведь именно в этом ушлепанном месте они уже давно хотели поменять старые водопроводные трубы на не менее более-менее старые. Кроме этого, в радиусе 300 метров от эпицентра хлопкошлепства был кардинально изменен ландшафтный дизайн, на удивление в лучшую сторону. Буквально за секунду растущие на клумбах цветы были частично пересажены на дорогу, а сами клумбы хаотично заасфальтированы. Исходя из соображений безопасности, мэр Белгорода призывает жителей города не публиковать фото и видео с места происшествия, о чем он публично сообщил в своем видеообращении с места происшествия. А у нас небольшая реклама. Спонсор нашего брифинга – дезодорант Ork Spice. Дезодорант Ork Spice. Пахнуть да, потеть нет. А теперь переходим к другим оперативным сводкам. Как уже сообщалось ранее, на фронте у нас масса достижений. Так, например, на Херсонском направлении в ночь с 20 на 21 апреля нашим военнослужащим удалось наконец-то поспать. Пока это единственное достижение на данном направлении. Также поступила информация, что российские пограничники не пропустили на территорию Российской Федерации 14 наших грузовиков с ранеными военнослужащими. Как заявили в Генштабе, раненые военнослужащие нам ни к чему. Также стало известно, что этим летом курортного сезона в Крыму, скорее всего, не будет. По причине того, что шезлонги в окопах не помещаются, ну и к тому же все мины замаринованы. Все море заминировано. Но есть и хорошие новости. В рамках межгалактического сотрудничества корпорация Роскосмос подписала ряд важных контрактов с черной дырой и туманностью Андромеды. В результате скоординированных совместных действий по территории Киева был нанесен первый в истории метеоритно-космический удар, который продемонстрировал беспомощность всех западных систем ПВО, поставленных на Украину. В связи с чем наше военное командование уже приняло решение о закупке новой партии метеоритов калибром 125 и 155 километров, которые будут доставлены к нам на орбиту уже в ближайшие 300-400 световых лет. Также необходимо отметить, что в последнее время большинство украинских СМИ распространяют заведомо ложную информацию о якобы готовящемся контрнаступлении. Не верьте, это фейк. На самом деле ВСУ просто накапливают многочисленный человеческий ресурс и большое количество современного западного оружия, чтобы в определенный момент неожиданно сдаться нам в плен, когда мы к этому будем совсем не готовы. Но мы, как всегда, на чеку, и в случае необходимости превентивно готовы сдаться в плен первыми. Но если все-таки что-то пойдет не так, волноваться не стоит. В случае полномасштабного контрнаступления ВСУ все наши подразделения тут же будут приведены в полную боевую негодность. Как говорится, боярышник будет распит, полобеда будет за нами. И мы сделаем все возможное для того, чтобы в этой спецоперации Россия достойно победила, потому что она этого достойна.